Вчера я признался Хануф, что испытываю к ней чувства. О, господи, Абди. Поздравляю! А вот ты все это время охраняешь бога фараона во время выступления. А ты хотя бы знаешь, что на самом деле им является Салик? Что ты несешь такое, Акетра? Встреча с богом фараоном. Да. Встреча фарс. Фараона не существует, а тот, что был на площади, буквально переодетый Салик, один из золотых масок. Но, дамы и господа, мы все равно добились своего и встретились с действительно величайшим Джодахом. А вообще, всем привет, дорогие друзья, Yellow Ложка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, Yellow Ложка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором наконец-то мы встретились. Боже, это правда произошло. Встреча с Джодахом проведена успешно. У-ху! И скажу сразу прямо, если раньше моменты с временным парадоксом вселенной мне уже казались сложными, то во время предыдущей серии, кажется, у меня сгорела голова. Ладно, давайте не буду болтать лишнее, давайте коротко. Как я и догадывался, временной парадокс никуда не исчез. Он приобрел менее очевидную форму. Представим целое стекло. Вот оно есть и есть. Но стоит его разбить, как куча мелких и крупных осколков разлетаются по вселенной, впиваясь в ткани реальности. В сезоне «Голос времени» мы собрали все крупные осколки и, хоть и грубо, но восстановили стекло. Но это же не означает, что оно перестало быть треснутым, верно? Мелкие кусочки все еще разбросаны по вселенной. Парадокс принимает самую неочевидную форму, которую где-то можно заметить сразу, а где-то это практически невозможно. Например, Седрик и Сдерик. Это очевидный парадокс, все это прекрасно понимают, и благодаря объяснениям Джодаха в предыдущей серии мы это даже подтвердили. Но парадокс может не только давать, не только добавлять, но и забирать. Как я уже приводил пример, представьте, что где-то в мире всегда жил торговец по имени Петя. И вот живет себе этот Петя, живет, но парадокс сделал так, что теперь этого Пети никогда не существует. Признаюсь честно, если ты не знаешь, что в каком-то месте есть проблема, то как эту проблему решать? Реально. И знаете, что я думаю на этот счет? Это не моя проблема. Хе-хе-хе. Ну ладно, я шучу, конечно. На самом деле, мне больше всего понравилась фраза Джодаха, что он не может прочитать мое будущее. Но оно и понятно. Спустя все пережитое, я как будто сам осколок временного парадокса. Также признаюсь, я надеялся, что Джодах хоть как-то упомянет JDH или Междумирца. Но, увы. Он явно не тот, с кем можно это обсуждать. Мы это поняли. Так, короче, не менее важный вопрос. Если выступление бога фараона закончилось, то это получается что? О, Акетра. То это получается, что золотые маски скоро придут, верно? Леди Акетра, что с вами? Господи. Уф, ложка, голова моя. Во рту пустыня, прям как та, что мы пересекались с Джамилем. Язык еле ворочается. Ой-ой-ой. Так, а это намек на воду, да? Мне воды принести? Ща, погодите, на кухне у нас куча напитков, я уверен. О, Сдерик. Сдерик, привет. О, доброе утро, Лолошка. Как там госпожа Кетра? Встала уже? Я вчера очень поздно вернулся, но ее, кажется, дома не было. Очень надеюсь, что ее не было, потому что я колотил в окна и требовал меня пустить. Что-то вот такое я смутно припоминаю, да. Надеюсь, что мне просто приснилось. Я абсолютно не понимаю, как люди пьют это вино. Видимо, не, это не мое. Что-то мне нехорошо. Ложка, ты придумай сам, что на завтрак госпоже сделать, пожалуйста. Боже. По-по-по. Так, боже, вы что, реально все пили, пока я с Джодахом болтал? Я не понял. Ладно, давай посмотрим. Завтрак для госпожи, срок 1 день. Кажется, пришло время вспомнить, что я Абд, и приготовить своей госпоже завтрак. Госпожа любит сэндвичи с яйцом и авокадо.
Звучит вроде бы не очень-то сложно. В качестве напитка, думаю, подойдет свежевыжатый апельсиновый сок. Обалденно, просто обалденно. И где я это достану? Может быть здесь? О, да, реально, смотри, яйцо. Тут ничего. О, апельсинка сюда. Так, немножко хлеба обязательно забираем. Авокадо, тост из авокадо, помним. И вот такое мне нужно создать. Поднос с бутербродом из авокадо и апельсиновым соком. Собственно, поднос, я так понимаю, вот он поднос. Ай да, прикольно. Далее хлеб. Хлеб это получается как? А, мне нужно поднос забрать, я понял. Все, забираем поднос. Первое есть, хлеб есть, яйцо есть. Осталось только нарезать авокадо и сделать стакан со свежевыжатым соком. Ох, господи, что меня требует-то? Как это работает? А? Я не понимаю. Ладно, ножик возьмем. Так, и надо как-то нарезать, да? Во, все, я понял. Нарезанное авокадо готово. Вот это мясо пока уберем куда-нибудь сюда. Оно явно не нужно. Далее, по идее, берем пустой стакан и выжимаем сок. Идеально. Итак, остается только создать на верстаке, которого здесь нет. Ща мы поразим леди Акетру, ща она охренеет. Ой, погоди, походу я охренел. У меня же верстака нет. Но и эта проблема решается. Давайте поставим верстак куда-нибудь в место, в котором точно ничего не поломается, и это будет вот этот угол. Идеально. Поднос создаем. Эй, леди Акетра! Я очень надеюсь, что вам это понравится. Первый раз завтрак готовлю. Вот. Что? Ты пришел избавить меня от моих страданий, Лолошка? Да, получается так, вот, возьмите. Давай. Еще! Шо? Подожди, сейчас, погоди, ладно. Стакан со свежевыжатым, вот. О, так намного лучше. Спасибо тебе. Фу. Так, а что насчет остального? О, Лолошка, прием был просто отменный. Я танцевала всю ночь. Это именно то, чего мне так не хватало. Финальный штрих, чтобы вернуться в норму. Вспомнить прошлую жизнь очень помогает для ощущения земли под ногами. И как мы вообще все это время справлялись? Все наши странствия для меня сейчас как сплошное пятно стресса и переживаний. Но сейчас я наконец-то чувствую, будто вернула контроль над ситуацией. И даже над собой. Ой. Так, ладно, надо переодеться. Спасибо большое за завтрак. Сэндвич я съем обязательно, да. Но позже. Сейчас я боюсь, мой живот еду не выдержит. Да. Сейчас я иду переодеваться. Я готовил этот сэндвич 3000 лет. Так, ладно, я подожду, пока она переоденется, видимо. Я послушный Абд. А, кстати, получается... О, хоть у кого-то не красные глаза, ну ты погляди, красавчик, Абди. Привет. Там эта госпожа наша переодевается. О, Лолошка, господин. Идите сюда. Что? Ой, Господи. простите. Что происходит? Я так счастлив, я так счастлив. Позвольте мне поделиться с вами моей радостью, Лолошка. Вчера я признался Хануф, что испытываю к ней чувства. Хануф сказала, что никогда не думала обо мне в таком ключе. И о том, что между Абдами могут быть какие-то отношения, тоже не думала. Но она сказала, что я ей очень дорог. Она нашла утешение в общении со мной. И что, возможно, теперь, когда я завел этот разговор, она может попробовать подумать. О, у меня в груди все просто трепещет. О, господи, Абди. Поздравляю, очень за тебя рад. Абди, ты же понимаешь, что это не гарантия. Хануф может подумать и принять отрицательное решение. Ну и дурак же ты, Абди. Хануф тебе отказала, но просто не хочет лишаться твоего внимания. Вот и тешит тебя надеждами. Давайте вот это. Абди, ты же понимаешь, что это не гарантия? Ну это же не гарантия, реально. Да, конечно, я понимаю, конечно. Вы не представляете, какая для меня радость, что она отказалась. Ведь это означает, что Хануф не побоялась отказаться. Она не видит во мне убийцу. Она не видит убийцу, которому нельзя отказать. Я первый раз в жизни повел себя как обычный человек. Испытал сильное чувство, поделился им с вами, моим другом. А потом открыл его девушке. Мои мечты сбываются. Я становлюсь обычным человеком. Вы считаете, что обычный человек должен не так реагировать, да?
Я должен был расстроиться, что Хануф не дала четкого положительного ответа, верно? Но ведь она сказала мне, что чувствует, открылась в ответ. Как я могу не уважать это, Лолошка? Как я могу не радоваться, что она честна со мной и не идет против своей воли? Я, наверное, пойму это, когда совсем стану человеком, да, но, если честно, мне кажется, что вот этого я не хочу понимать. Я хочу всегда радоваться, что те, кого я люблю, могут выбирать сами. Даже если они выбирают не меня. Вот. Ой, уронил. Ну, понятно. Кстати, на самом деле очень хорошие мысли. В нашем мире люди очень часто выбирают положительный ответ в сторону человека только лишь потому, что боятся его обидеть. Да. О, господи. Вот это дело, ложка, пожалуйста. Дерек! Тошнит, просто тошнит. Кстати, а где госпожа? Ты сделал ей завтрак, а? Да, все сделано. О, ложка, спасибо. Ты настоящий друг. А что ты там приготовил? Ладно, не говори, только не надо, не рассказывай. Я даже не хочу сейчас думать о еде. Господи. Ладно, я просто покажу тебе. О, Хануф идет. Все в сборе, да? Так, а вы же понимаете то, что все, выступление бога фараона закончилось? Всем привет. Привет, тут у нас? Абди. Смотрит. Привет. Ой, что такое? Что это за взгляд был? Абди, а мне кажется, что что-то не так. Ой, ему пофигу, да. Ну, А ну? вот, вроде бы и О. все. Ух, сколько здесь людей-то А ну, уже, поговорим? Не поговорим? С Дерек? Хватит на меня так смотреть. Ну, как провели свой свободный вечер? Рассказывайте, не молчите. Я обожаю истории. Ой, леди Акетра, можно не я? Я сейчас не в том состоянии. Ой, значит, мы... Леди Акетра, я бы предпочла не делиться историями о... службе у Кнефмтити. Вы же знаете, для абдов их поклонение очень личное. Ой, ну да, конечно. Что ж, Лолошка, тогда вся надежда на тебя. Ну серьезно? Ну классика. Ты единственный, кто не рассказывал, какие у тебя планы. Что ты делал? Погоди, они же не знают про Джодаха. Точно. Рассказать все. Рассказать, что бог фараон на самом деле Салик. Что-нибудь соврать. Блин, ну мне Джодах сказал то, что никому нельзя говорить. Я вот даже не знаю, просто... прям очень сложно. Давайте вот расскажем, что бог фараон на самом деле Салик. Вот это можно. То есть, ну, догадался я догадался. Господи. Не может быть. Как же так? Так вот, что сказал Джодах, да? Все это время он использовал нас ради какой-то своей выгоды? Вот он обрадуется, когда узнает, что ты лишился нашей поддержки в поиске огней. Посмотрим, как ты справишься без божественной помощи. Чао! Господи. Господи! Что за- Абди! Черт возьми, что это было? Историю Лолошки подслушивала Кнефмтити, и ей очень не понравилось, что Джодах не был до конца с ними честен. И она выбрала мое тело как временное вместилище, чтобы об этом сообщить. Я очень польщен, конечно, но это довольно болезненное падение было. Эй, Абди, ты что такое говоришь? Это же Кнефмтити! Как ты можешь быть недоволен ее действиями? А почему она является Лолошкой, когда он даже ей не поклоняется? Воскрешает Зарифа по его просьбе и вселяется в мое тело, чтобы с ним поговорить. Я всю жизнь был полностью верным сторонником. Огни ее статуи всегда горят для меня. Всегда! Все 3 огня! Я был уверен, что они не могут гаснуть. Но за всю эту верность и службу я ничего не удостоился за все это время. Какой смысл мне почитать Кнефмтити, если в награду я получаю использование моего тела и падение с высоты? Абди... Перестань! Перестань! Ты не понимаешь, что говоришь! Так, тихо! О, черт! Абди, мне очень жаль, что Кнефмтити так с тобой поступила. Я уверена, что она выбрала твое тело, потому что знает, что ты самый лояльный из ее сторонников. Не теряй своей веры. Это же важная часть тебя.
Ладно, простите, госпожа, вы правы. Спасибо, что помогаете мне не терять головы. Ну, не терять головы. Когда гневом Тити только что завладела его телом, ага. Черт, ладно, я понял, не самый подходящий момент, простите. Так, ладно. То, что богиня подслушала наш разговор, это очень плохо. Скорее всего, боги теперь сделают все, чтобы усложнить нам поиски оставшихся огней. При мне этот Джодах, которого я приняла за бога фараона, тоже говорил про некий парадокс. Я очень многого не понимаю, но если эти осколки вредят ткани реальности, то это все звучит очень плохо. И если честно, я удивлена, что он продолжает попытки эту проблему решить. Когда я видела его первый раз, он мне показался очень самонадеянным и ненадежным. Впрочем, если ему наглости хватает скрывать что-то от самих богов, про самонадеянность я не ошиблась. Слушайте, а что это там за осколок по имени Седрик? Погоди, стоп! Я почему-то думал, что когда выбираю вот этот вариант рассказать про Салика, я не рассказываю все! Ладно, такой вот у нас ход, значит, да? Я подумал одно, а оказалось другое. Так, а что там он спросил еще раз? Про осколок по имени Седрик. Что? Ну что вы на меня так... А что? Никого не смущает, насколько именно Седрик и Сдерик похожи, а? А что, если я нереален? Что, если я... Как Лолошка сказал, невозможная сущность, да? О, Сдерик. Что такое, Лидия Кетра? А ну-ка... Опа! Ай! Что вы делаете? Это же больно! Успокойся, Сдерик, ну ты сам посмотри. Выглядишь вполне возможным. Блин, а ведь и правда. Спасибо, госпожа, это обнадеживает. К тому же Сдерик и Седрик все-таки разные имена, хоть и похожи. Правда, да? Правда? Да, Сдерик. Ну вот, рада, что мы все с этим разобрались. А вот с остальными вопросами будет, кажется, сложнее. Мы лишились поддержки богов. Таинственный Джодах тоже нам помочь особо не может. И решаем мы, оказывается, не проблему нашего Мисра, а всей мультивселенной? Серьезно? Лолошка, почему я не удивлена, что в этом как-то замешан ты? Ты даже здесь усидеть на месте не можешь. А когда тебе доступна вся мультивселенная, то... Кстати, про доступность мультивселенной. Знаешь, мне кажется, твой Джодах ошибся. Я несколько раз пробовала переместиться в другой мир. Разными способами пыталась. Я чувствую жжение в теле. Даже видела один раз мерцание перед глазами. Но нет, у меня так ничего и не вышло. Этот жук начинает нагреваться и причиняет адскую боль. Что это мы тут Ну да. обсуждаем? Леди Акетра! Ну конечно же! Ты пытаешься использовать энергию ОМП, а он, жучара твой, ее поглощает. Дана. На что ты вообще рассчитывала? Тебя же предупреждали. Дана, как ты можешь вообще спокойно об этом говорить? Ты же знаешь, насколько это болезненная и унизительная штука. О, вот тут ты не права. Не знаю. Я же не мироходец какой-то. К счастью. Мне не испытать таких страданий. Абди, отойди. А что это у нас? У бедной госпожи болит спина, да? Не получается отправиться в какой-нибудь благополучный мир, где все хорошо. Ай-яй-яй-яй. Не смейте так разговаривать с госпожой Акетрой. Госпожа Дана. Ох, Абдишка, когда-нибудь у тебя обязательно получится. Обязательно. Ты, главное, продолжай в это верить, конечно. И твоя Кнеф Мтити обязательно придаст тебе сил. Ой. Ну ладно, все. Давайте. Я не просто так пришла. Выступление бога фараона состоялось. А это означает, что... А что это означает? Мы можем возобновить поиски огней, ребята! Эй, Дана, а вот ты все это время охраняешь бога фараона во время выступления. А ты хотя бы знаешь, что на самом деле им является Салик? Что ты несешь такое, Акетра? Не можешь никак принять, что твой дружок Джамиль все это время верил, что его отец мертв, да?
Хочешь таким образом приписать Салику какую-то невероятную силу? Да, да. Неужели тебе недостаточно того факта, что он один из главарей сильнейшего тайного общества, м? Не получается принять правду, да? Проснись, девчонка! Мир не такой, каким бы тебе хотелось его видеть. Дана, то есть ты все-таки не знала. Но ведь догадывалась, верно? Вся эта спесь, столько стараний меня задеть. Хочешь, чтобы я переключилась? Я-то уж думала, вы в братстве друг от друга только свои личности пытаетесь скрывать. Слушай меня. Смею напомнить, что по условиям вашего договора с братством, в случае, если вы не сможете добыть все огни, вас ждет неминуемая смерть. Если ты не торопишься в объятия любимой богини Абди, предлагаю обсудить план по поиску артефактов как можно скорее. Эй, а может быть не будем ссориться? И, кстати, насчет поиска огней, тут такое дело, Дана... Какое это дело? Дана, мы до сих пор не знаем, какие огни есть у той Фэтуна. Сколько осталось найти? Ну да, конечно. Я как раз с этого и хотела начать с вами разговор. Как вы видите, братство в достаточной мере доверяет вам. Ведь мы отдали вам большую часть огней. И... Что вы... Ой, господи. Но, естественно, мы отдали вам не все огни. Дело в том, что мы давно поняли, что вы не используете огни в полную их силу. А в остальном, они имеют смысл только если собрать их все. Но зачем ты нам сейчас это рассказываешь? Ну а что вы с этой информацией сделаете? В другой мир сбежите. Прекращай. Ну вот-вот, так я и думала. Как бы нас обеих это не бесило, Акетра, вы нужны нам, а мы вам. У братства, помимо тех артефактов, что мы вам отдали, есть еще 3. Щит Роноса, например, мне удалось выкрасть незадолго до вашего появления в Мемфисатоне. Вы не представляете, сколько сил и времени ушло на то, чтобы его выкрасть. Я не знаю, как это удается вам, а нам, чтобы храм не обрушился на катакомбы, пришлось очень долго разбираться с божественными чарами и этими земными ловушками. И даже так я смогла вас обогнать. Но перед этим вы очень хвастались, что Роза нам никогда не достанется. Ну да. Роза все равно не способна сделать то, что мне нужно. Так что, Абдишка, мне она теперь больше не нужна. Да и к тому же твой поступок, Абди, добавил решительности мне вас поймать. Да-да. До этого, знаешь ли, братство планировало просто ждать, пока вы соберете на себя все ловушки и отобрать огни всем скопом. Эй, не надо говорить, что все это из-за меня. О боже, как же вы мне надоели. Каждый считает своим долгом меня перебить. Вы серьезно? Следующий артефакт, который нас ждет, перчатки Монту на Храмовом архипелаге. Что? Храмовом? Но это же в дальней части Мисра. Именно. Поэтому сначала мы отправимся на Шахтерские, сделаем там привал, потом Фараонов пролив, и оттуда к архипелагу. Путь, конечно же, не близкий, поэтому отправляемся завтра. Нет, подождите. Вы больше недели готовили речь Салика, а такое путешествие предпринимается без плана? Серьезно? А кто сказал, что я занималась подготовкой речи? Отправляемся на рассвете, все, давайте собирайтесь. Чао. Ой, и кстати, давайте без глупостей. Вы же сами понимаете, у братства есть несколько козырей в рукаве. Угу. Давайте, пока. Так. Но... Да, Опять куда-то плыть? Да что же это такое? Эй, стой, Хануф, успокойся, милая. Давай ты останешься дома. Тигра нуждается в уходе. Что? Но госпожа, как же я вас оставлю одних? Ой, Хануф, не переживай, мы справимся. Да и опять же, мне нужно, чтобы кто-то присматривал за домом. Но... я боюсь оставаться одна и... То есть... Госпожа, умоляю, разрешите мне тоже остаться.
Я за себя не ручаюсь. Могу попытаться что-то сделать с госпожой Даной, а она как раз будет с вами. Пожалуйста, леди Акетра. Ладно. Хорошо, Абди. Значит так, вы останетесь и будете присматривать за домом. Мы же со Сдериком и Лоу-Ложкой поедем без вас. Абди, если ты поможешь раздобыть нам за это время какую-нибудь полезную информацию, то мы... Спасибо, Абди. спасибо, госпожа. Конечно, я очень постараюсь. Ну что ж, ладно. Тогда пойду разбирать мешки, которые я до сих пор не разобрала с прошлых путешествий. Да, чтобы формировать новые уже для этого путешествия. Что ж поделать-то? Давай. А когда я уже смогу зайти в дом, точнее в комнату леди Акетры? Я так давно там не появлялся. Ну да, классика, все. Нажимаю, и ничего не происходит. Короче, честно говоря, я так скажу. Вот этот выбор, где можно было рассказать все, и там, где можно было рассказать про Салика, я думал, то, что, выбрав второй вариант про Салика, я вообще все остальное упущу. Потому что Джодах мне буквально сказал то, что мне нельзя ничего такого говорить. Иначе боги могут узнать то, что Джодах им врет, и бла-бла-бла. И тут, по сути, я просто сразу все порчу, буквально в следующей серии, понимаете, в следующей же. Но это не моя вина, ребят. Ну ладно, это как бы частично и моя вина, но вот этот выбор был реально очень странным. Ну прям странноватым. Хотя, скажу честно, пока что все то, что происходит, вроде как мне даже нравится. Да, ну то есть, то, что произошло в этой комнате, вроде не так критично. Ну, кроме того, что боги узнали. Да, вот это критично. Но давайте пока не думать об этом, там уже разберемся по ходу, да? Можем выйти? О, можем, хорошо. Так, давайте посчитаем количество огней. То есть, допустим, всего у нас 5 богов. Допустим. Вот, типа, Селиасет, Кнеф Мтити, Ронос, Монту и Хетентеп. У каждого по 2 огня. Того 10. Следовательно, если мы добавляем еще меч путешественника, то это 11. Значит, у меня сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще 3 находится у Тоев и Туна, это 9. Еще 1 лежит у меня в Прунусе, это 10. Следовательно, остаются только перчатки Монту, как сказала Дана, и это будет ровно 11 артефактов. Но, если же у нас 13 огней, то получается 2 оставшихся это... огни бога фараона, да? Окей, чисто формально остается последний огонь. Чисто формально, ребят, последний, буквально 1. Здравствуйте, вам нужна помощь в чем бы то ни было? Ты кто, пацан? Я думал, мой поставщик наконец-то приехал. Этот пес скрылся с моими утенами неделю назад, а? Должен был привезти мне 64 клена. Я не могу больше ждать. Слушай, раз уж ты здесь, ты поможешь мне найти клен? Не-не, спасибо, в другой раз. Черт, что же делать? Ищи других помощников. Слушайте, раз уж я теперь могу квесты брать, то помните, у меня есть зачарователь, у которого я могу покупать склянки опыта. Мне нужно сделать их дешевле, поэтому, а ну-ка, сюда. Сюда иди. За выполнение квестов также даются скоробеи, про это не... О, 4 лазотеповых! Точно! Я же когда с Джодахом был, помните, когда он улетал, мне дали очень много скоробеев. Так а я могу прокачать что-нибудь мега крутое. Боевой опыт. Конвертирует опыт в здоровье по курсу 5 единиц опыта равно 1 единица здоровья. Я думаю, то, что против боссов это имба. Как будто это надо прокачать. Давайте я пока что не буду, потому что у меня статуи рядом нет. Но на будущее надо. Так, короче, предложить помощь. Могу ли я как-то помочь вам? А? О, парень, а знаешь, ты как раз вовремя. Проклятые уличные мальчишки меня достали. Снова украли у меня бумагу. А за ней сегодня придет обдважной дамы-кста. Выручай. Раздобудь мне 64 бумаги до конца дня, прошу тебя. Поможешь? Да, бумага это изи. О, благодарю, спасибо. Так, ща, бумага. Изи, о, изи. У меня тут как раз тростника много. Переделываем. Всего 44, то есть мне нужно еще где-то 20. Эй, фермер, мы же с тобой братаны, да? Что-то низким стал. Эй, парень, наши томаты взрыв вкуса в каждом кусочке. Сочнейшие томаты только у меня. Садись за стол с лучшими томатами в Мисре. Томаты, которые заставят вас возвращаться снова и снова. Да. Так вот, может у тебя тростник-то найдется? Нет? Подожди. О, господи, это проблема. Это серьезная проблема. А у тебя, мистер фермер? Так, продать, купить... Нет, я не могу купить тростник, это огромные проблемы. Здравствуйте, а у вас, кстати, что? Продать, руда, уф.
изумрудный блок продать за 5, уголь продать за 3, железный слиток за 10. Хорошо. Так, ну опять же, это не то, что мне надо. Это, блин, вот не об этом надо думать сейчас. Дамы и господа, найдено. Бакалейщик. У бакалейщика продается много всего, и в том числе сахарный тростник за оверпрайс. 8 штук за 32. То есть раз, два, три. Я только что на ваших глазах всрал 100 утенов на 24 тростника. Да, я это сделал. Но, надеюсь, это все на благо. Обновление, уличные мальчишки, отлично. Так, вот, забирай, бумага. Ой, вот так. А? Неужели это... О, спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Вот, да-да-да, Так, а конечно, мне- держи. О. Это тебе за помощь. 8 утенов! 8! А почему так мало? Ну ладно, Скоробей, давай, Лазотепового дашь? Лазотеповый! Все, окей, это окупает, все это окупает. До следующего в итоге еще 1300 опыта. Да, много, но зато у меня уже целых 5. Короче, видимо, в следующей серии мы уходим из Нарфаниса, но прокачаться нужно не забыть. Все обязательно сделаем, а на этом постепенно заканчиваем. Надеюсь, то, что вам понравилась данная серия. Остается один формальный огонь. И неужели мы можем пойти к отправлению? Знать бы, конечно, что такое отправление, но узнаем. А вообще, я очень надеюсь, то, что вы не забудете подписаться, не забудете поставить лайк, придадите мощнейшей мотивации мне и всей команде. Премного благодарен. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и последний огонь. Формально. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.